Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу про параметры приготовления эспрессо дома на домашней рожковой кофеварке. Вот на такой рожковой кофеварке. Обратим внимание на самые главные моменты. Я точно и поэтапно расскажу, что, как делать и для чего конкретное действие совершается. Поэтому смотрим до конца, подписываемся на канал и обязательно ставим лайк. Поехали! Итак, значит, самое первое, с чего нужно начинать, это правильно подобрать помол под эспрессо. Каким образом это делать? Ну, я уже это подобрал, но я вам покажу, в принципе, как эта процедура осуществляется. Смотрите, вот у меня есть такая кофемолка. В ней есть регулировка помола. Есть, скажем так, два основных этапа. Настройка помола и подстройка помола. Настройка помола — это когда вы не знаете, на что способна ваша кофемолка, и вы ищете ту самую точку, которая максимально приблизит вас к эспрессо. Параметры эспрессо — это напиток объемом 25 мл плюс-минус 3. Это напиток, который должен приготовиться за 25 секунд плюс-минус 3 секунды. И соотношение кофе классический эспрессо. Сейчас я говорю про классический эспрессо, не про современный, не про тот эспрессо, который готовят в кофейнях. Это когда на 1 грамм кофе мы используем 3,5-4 мл воды. Да, не пугайтесь, раньше итальянский эспрессо это было 7 граммов кофе брали и готовили 25-30 мл напитка. Если же смотреть на параметры современного эспрессо, они немножко меняются. Давайте я чуть пошумлю. Что важно в приготовлении эспрессо с точки зрения помола? Важно его подобрать или настроить помол. И еще наиважнейшее — это то, что в эспрессо помол необходимо осуществлять непосредственно перед приготовлением. То есть нет необходимости, не нужно смалывать кофе заранее. Если вы все-таки хотите действовать по логике технологии эспрессо, то помол непосредственно перед тем, как вы собираетесь этот напиток готовить. Так вот, классические параметры эспрессо, они таковы. То есть вы брали 7 граммов итальянского кофе. Да, это был кофе часто с добавлением робусты. И готовили на 25 мл напитка. Сейчас они поменялись. В связи с чем это произошло? В связи с тем, что ассортимент кофе, который стали готовить именно при помощи технологии эспрессо, сильно расширился. И диапазон обжарки тоже расширился. Раньше считалось, что для приготовления эспрессо нужна темная обжарка. Ну, или хотя бы средняя плюс. Нет, сегодня так не считается. Сегодня можно и среднюю обжарку использовать, и темную. Почему? Ну, потому что в темной обжарке теряется много вкуса. Кофе становится не очень приятный по вкусу. И поэтому молодые ребята, молодые баристы подумали, зачем мне темная обжарка? Я попробую сделать с такой обжаркой. И столкнулись с тем, что все хорошо, вкус отличный, но только кофе недоэкстрагирован. То есть вы не получаете того объема, той крепости, той насыщенности, того послевкусия в обжарке более светлой, особенно если это 100% арабика. И тогда параметры начали менять, то есть стали уменьшать пропорцию, или точнее увеличивать количество молотого кофе на объем воды. И сейчас часто вы увидите пропорцию, когда на 1 грамм кофе используют всего 2 мл воды, то есть сократили практически вдвое. Но поверьте и поймите правильно, параметры эспрессо остались неизменными. Параметры эспрессо — это напиток, который должен иметь минимальный объем 22 мл. Помните, 25 плюс-минус 3 мл. То есть минимальный 22 мл, ну в редких случаях 20. Вот тогда это мы можем называть эспрессо. Что важно для того, чтобы качественно приготовить эспрессо? Вот я смолол кофе. Помол подбирается просто эмпирическим путем. Смололи, засыпали, попробовали готовить. К чему стремимся мы в такой кофеварке, вот в обыкновенной бытовой кофеварке? К тому же, к чему стремятся и в кофейне, чтобы вот этот кофе, чтобы помол был настолько тонкий, чтобы мы могли приготовить чашку кофе за это время. Холдер всегда нужно держать в варочной группе, для того, чтобы он был горячий. Но при этом, перед тем, как засыпать в него кофе, его нужно хорошенько протереть, убрать остатки кофе и просушить. Идеальный холдер — это когда холдер чистый,
сухой и горячий. Вот это идеальные параметры холдера. Почему? Дело в том, что холдер это часть варочного узла, часть варочного блока кофемашины. Если он будет холодный, то, соответственно, на этом этапе напиток у вас будет охлаждаться, будет искажаться вкус кофе. Дальше следующий этап это, конечно же, дозировка, то есть количество молотого кофе и темперовка, формирование кофейной таблетки. Значит, для этих целей вам понадобятся весы. Можно вот такие маленькие весы, но не очень удобно на них ставить холдер, поэтому я воспользуюсь своими большими весами. Вот если у вас таких нет, ничего страшного, подойдут и вот такие маленькие весы. Значит, здесь у меня в этой кофемашине стоит двойной портофильтр. И когда мы с вами говорим про настройку помола, в любой кофемашине, в профессиональной, в бытовой, для настройки помола мы всегда используем с вами именно двойной портофильтр. Потому что он имеет правильную форму, а уже потом подстраиваем под одинарный портофильтр, но не помолом, а дозировкой. У меня одинарного нет, я этого показать не смогу, но объясню в чем суть. Смотрите, когда мы с вами говорим про помол, то нужно помнить, что помол и дозировка кофе, то есть помол напрямую связан с количеством кофе, с граммами. Если мы меняем граммовку, то мы меняем и помол. В данный холдер мне необходимо 12 граммов кофе. Если, условно, я захочу больше, вот у меня весы показывают больше, но сейчас я разровняю кофе и вернусь к граммовке. Смотрите, каким образом я его разравниваю. Можно это делать рукой, можно чем-то дополнительно делать. Я разравниваю кофе таким образом, чтобы он максимально закрыл все полости, которые вот здесь образованы внутри холдера. Для того, чтобы в воде было тяжело проходить через кофе, и он, как бы вода максимально вываривала из кофе экстракт, ту самую жидкость, которую мы хотим видеть в чашке. Вот, еще я не темперовал кофе, а таблетка уже должна быть максимально ровной, максимально хорошо распределена внутри холдера. Я устанавливаю холдер на весы, вот 12 граммов кофе. То есть, условно говоря, если вернуться к помолу, то помол и дозировка связаны между собой. То есть при 12 граммах помола здесь у меня сейчас стоит четверочка. Если я буду использовать 10 граммов кофе, то помол будет, соответственно, тоньше. Иначе кофе будет проливаться быстрее. Быстрее, чем необходимо для параметров приготовления эспрессо. Темперовка. Что важно при темперовке? Правильно и ровно установить холдер горизонтально. Опереть холдер на какую-то поверхность, лучше на ткань, либо на специальный темперовочный коврик. Если у вас вот такая ложка, то зажимать ее нужно вот здесь, на поверхности площадки. Вот таким вот образом установить пальцы и темперовать. В бытовой кофемашине темперовка не требует сильного усилия, если мы говорим вот про такую обыкновенную кофемашину. Нужно просто хорошо уплотнить, и это можно делать несколько раз. В профессиональной машине темперовка делается только один раз. Есть подготовка и финальный этап темперовка. Дальше очищаем поверхность холдера от остатков, то есть убираем вот эти остатки. После темперовки у вас не должно быть никаких пространств, ни трещин, ничего в холдере быть не должно. Кофе должен быть максимально ровно по горизонту распределен и максимально хорошо уплотнен. То есть если я делаю меньше дозировку, то я уменьшаю помол. Делаю больше дозировку, соответственно, загрубляю помол. Говорят, помол бывает тонкий и грубый. Не мелкий и большой, а тонкий и грубый. Поэтому увеличиваю и загрубляю. Здесь у меня 12 граммов, поэтому помол вот такой. К сожалению, идеально построить из одной кофемолки помол для двух холдеров невозможно. Поэтому зачастую, то есть одинарный холдер это не значит, что там будет 6 граммов. Скорее всего, там будет 8 граммов. То есть для того, чтобы напитки были максимально похожи из двойного и из одинарного холдера, нужно подстраивать таким образом, чтобы у нас, чтобы в одинарном холдере добавлять примерно 20% от того объема кофе, который есть. Тогда у вас будет напиток максимально похож. Для чего проливается вода из варочной группы? Здесь есть несколько важных моментов. Первый момент – это очистить варочную группу от остатков кофе. И вторая задача – это стабилизировать температуру. Пока мы сняли с вами холдер, пока я темперовал, за это время варочный узел остыл. И температура в нем упала. А внутри, наоборот, она поднялась, она будет высокая. Когда вы проливаете, вы таким образом стабилизируете температуру внутри кофемашины. Конечно, в случае
как я вот сейчас долго с вами болтаю, и холдер уже немножко остыл. Но в дома вы это будете делать быстро, потому что задача моя здесь еще вам и рассказать. Поэтому перед тем, как готовить кофе, обязательно проливаем варочный узел. Чашка должна быть чистая. Идеальная температура чашки для приготовления эспрессо – это 40 градусов. Это важно, это влияет на дальнейший процесс дегустации, на вкус кофе, который у нас будет получаться. Дальше вставляем холдер и нажимаем на кнопку. Для того, чтобы правильно сдозировать кофе, чашку нужно взвесить. Вот поставить на весы. Это весы обыкновенные, их нужно затарить. А секундомер я нажму вот здесь. Время считается с момента нажатия на кнопку. Вот я нажал на время, на кнопку. Как только будет где-то 20 мл, мне нужно 24 в итоге, там кофеварочка чуть-чуть дольет, я нажму на стоп. И если все правильно сделано, то это должно произойти за 25 плюс-минус 3 секунды. Вот сейчас уже вижу, что помол немножко, по-моему, тонковат. Да, уже 20 секунд прошло. То есть помол у нас тонковат. Кофе проливается тяжело, не может пройти через кофейную таблетку. Но я советую вам не выключать секундомер, чтобы понять, насколько все-таки тонкий помол, то есть насколько его необходимо загрубить. Иначе у вас не будет информации о помоле, о том, как это сделать правильно. То есть видите, вот все. Помол очень тонкий, потому что кофе приготовился за 47 секунд. Это очень долго. Продолжает докапывать чашку кофе. Вот. Внешне вроде бы все выглядит хорошо. Но такой кофе будет переэкстрагирован, переварен, и он будет сильно уходить в горечь. Значит, смотрите, что делать дальше. Делать, естественно, грубее помол. Здесь довольно приличная разница во времени того, что нам необходимо. Нам нужно 25 секунд, а здесь кофе варится аж целых 47 секунд варился. То есть это довольно тонкий помол. Но я снимаю ролик этот ночью, и уже больше 11 часов. Я не смогу включать кофемолку. Что в таком случае можно сделать? То есть, конечно же, самый простой путь – это сделать грубее помол. В данном случае, как правило, это нужно сделать на пару щелчков на вот этой кофемолке. В зависимости от типа кофемолки, это, конечно, может быть разное количество щелчков и разные регулировки. Но мы сделаем по-другому. Я уменьшу порцию. Помните, я говорил, что помол и дозировка связаны между собой. Поскольку сейчас у меня уже нет просто возможности изменить помол, потому что я не могу включать кофемолку из-за шума, который может образовываться ночью, я буду уменьшать дозировку кофе. Так, ну что, установил холдер. Холдер еще стал теплее за это время, пока приготовил кофе. Я загружаю кофе в портофильтр. В идеале, конечно, нужно было остаться в дозировке 12 грамм и сделать грубее помол. Но так как мы это сделать с вами сейчас прямо не можем, а уже жалко, столько информации записано, то, ну и помол сделать проще всего, то мы с вами уменьшим дозировку. То есть вот у нас 9 граммов, я сделаю 10 граммов. Все, 10 граммов. Чашечка у меня есть. Чистая и теплая. Она прогрелась. В прошлый раз тоже чашечку прогрел водой. Сейчас часто спрашивают, прогревать водой или паром. Конечно же, лучше прогревать чашечку водой, потому что паром она будет прогрета неоднородно. Где-то будет теплая, где-то будет горячая. То есть, как правило, и много нужно времени на этот процесс. Опять стемперовали. Опять делаем небольшой пролив. Сейчас вставляем в холдер варочную группу. Помните, для чего делали пролив? Для того, чтобы стабилизировать температуру внутри варочного узла. Затариваем и нажимаем на старт. Одновременно и там, и там. Как правило, первые капли это 5-7 секунда. Вот так у нас и произошло. На 7 секунде я увидел первые капли кофе в чашку. Сейчас кофе варится быстрее. Это заметно, явно быстрее. Сейчас я по-прежнему хочу получить объем свой эспрессо. Опа, 27 секунд понадобилось на приготовление моей чашки кофе. На выходе я восстановил на 20 секундах. На самом деле кофеварочка докапала аж на 20 мл, кофеварочка аж докапала до 25
29 до 30 почти миллилитров. Ну вот пропорция 1 к 3 получилась. И 1 к 2, и 1 к 3 это все подходящая пропорция. Они еще напрямую связаны с тем кофе, которым готовится. Здесь у меня смесь. Здесь можно по-разному экспериментировать. И 1 к 3 нормально, и 1 к 2, и 1 даже к 3,5 тоже будет неплохо. 27 секунд, 29 миллилитров. В принципе, вот, видите, можно и не меняя помола, уменьшив дозировку, получить необходимый параметр. Для того, чтобы сделать еще точнее, нужно насыпать 9 граммов и прям приготовиться 25 миллилитров за 25 секунд. Вот такие основные моменты, которые необходимо учитывать при приготовлении эспрессо. Значит, если вы собираетесь через короткое время готовить следующую порцию кофе, таблетку можно оставлять в холдере. Но лучше всегда выбросить таблетку. Это можно делать для того, чтобы, скажем, чуть-чуть стабилизировать температуру в варочном узле. Но грязь, которая будет от этой таблетки в варочном узле, она будет больше приносить вреда, чем пользы от того, что вы будете делать четкую температуру. Вот выбросить таблетку, протереть холдер и вернуть его на место. Еще можно, конечно же, сделать пролив для того, чтобы очистить варочный узел. Для того, чтобы все остатки кофе смылись и варочный узел был абсолютно чистым. Сегодня мы говорили с вами про основные параметры эспрессо, насколько они важны при работе с домашней рожковой кофеварочкой. Если у вас остались какие-то вопросы, либо, возможно, что-то я пропустил, информации много, ролик получился, скорее всего, очень большой, пожалуйста, задавайте эти вопросы в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, рассказывать своим друзьям о том, что есть канал о кофе, вот такой, родом из Беларуси, кстати. Поэтому привет другим странам, другим регионам. Очень рад, что вы меня смотрите. Всем большое спасибо. Увидимся на канале. Пока-пока.